Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего канала. Давно я не снимала видео на тему масочки. Сегодня я решила добавить отличную маску, которую мне посоветовала сделать моя подписчица. Татьяна, спасибо вам большое. Маска очень шикарная, настолько с эффектом ботокса. У кого, девочки, есть пигментные пятна, у кого есть морщинки, мимические морщинки, а также такие глубокие морщинки, эта масочка выполняет такое действие, как осветляет на несколько тонов. Также она увлажняет, питает кожу, подходит для всех типов кожи. Если у вас сухая кожа, она ее нормализует. Если кожа у вас жирная, она также делает, что у вас уходит вот этот вот блеск жирный и такая напитанная, свежая кожа на лице. Подписчице Татьяне очень много лет. Не скажу сколько, но уже за 70 плюс. А по фотографии ей не дашь больше 40. Поэтому, когда я спросила, каким рецептом она пользуется, она мне сразу же рассказала. И я решила попробовать. Попробовала на своих друзьях, знакомых и близких родственниках. Также на себе попробовала. Масочкой я очень довольна. Она состоит полностью из натуральных ингредиентов. И самое важное, что эту маску не нужно держать много. Примерно 10 минут будет достаточно. Конечно же, маска имеет накопительный эффект. Можно делать 1-2 раза в неделю в течение нескольких лет, как вы захотите. Но уже после первого применения маска дает такой потрясающий заметный эффект омоложения. В состав маски входят только натуральные ингредиенты, витамины, минералы, всякие такие компоненты, которые благодаря своим свойствам осветляют кожу лица, а также если у вас есть какие-то такие мимические морщины, либо какие-то мелкие высыпания, сыпь мелкая, либо прыщи, эта маска также еще идет как заживляющая. Готовится эта масочка буквально за 1 минуту, но эффект потрясающий. Значит, чтобы приготовить такую маску, потребуется пару минут вашего времени. И самое классное в том, что ингредиенты не нужно идти покупать, не нужно идти в аптеку, не нужно идти куда-то в магазин. Все найдется у вас в доме. Эффект после такой маски наступает мгновенно. И когда вы ее смоете, вы сразу заметите, что у вас лицо стало выглядеть намного моложе. У кого есть пигментные пятна, либо какие-то такие, знаете, пятна на лице, либо кто хочет осветлить на 1-2 тона свое личико, эта масочка вам сразу же поможет. Ингредиентов тут всего лишь 4. Но готовить ее можно за 1 минутку. Почему так долго рассказываю? Потому что, ребята, тут последовательность, главная последовательность в приготовлении этой маски. Для этого мне необходимо стаканчик с водой. Воду я обязательно закипятила. С крана воду не берем. Водичку мы остужаем до комнатной температуры. Тут буквально половина чашки понадобится. Значит, и надо будет еще деревянная ложечка. Обязательно все делайте всегда деревянной ложечкой. Здесь у меня ингредиент крахмал. У кого-то, может быть, есть кукурузный, у кого-то есть картофельный, но лучше всего подходит картофельный. Картофельный крахмал, я думаю, у каждой хозяйки на кухне найдется. И ничего покупать не нужно. 2-3 чайных ложки. Я покладу 2 чайных ложки.
У меня вот такая вот ложечка деревянная, я купила на рынке у дедушки, он сам изготавливает такие ложечки, и я люблю все такое натуральное, поэтому лучше пользуйтесь деревянной такой посудой. Дальше здесь у меня куркума. Смотрите, не переборщите. Куркумы нужно добавить на 1/4 чайной ложки, а то и меньше. На кончики чайной ложки приблизительно. Много не надо. Вот так вот перемешиваем, и этого будет достаточно. Хорошо, тщательно перемешиваем крахмал и куркуму. Видите, крахмал уже стал таким, цвет такой нежно такой желтенький. Вот так вот мы перемешиваем. Дальше, следующий компонент это мука, но мука непростая, мука льняная. Льняная мука, вы можете семена льна помолоть, я думаю, у каждой хозяйки есть. Ну или купить просто борошно, мука льна, она стоит копейки, а хватит вам на очень долго. 2 чайных ложки такой муки. Я повторюсь, если у кого муки нет, можно семена льна измельчить в кофемолке. И будет также подойдет. И что еще? Добавляем воду. Добавляем воду, но сразу много воды не нужно лить. Воду, повторюсь, я взяла кипяченую, остудила ее до комнатной температуры. Вы можете воду купить в магазине очищенную, либо из-под крана взять и закипятить, и потом ее остудить. Либо вообще можно взять талую воду, заморозить ее и потом разморозить и использовать тоже для масочек. Подходит талая вода. Вот. Кто не знает, как делается талая вода, это вы берете воду, замораживаете и потом ее размораживаете, и получается талая вода. Она имеет потрясающие свойства, она очень полезная, даже можно ее пить. Вот так вот я добавляю потихоньку, постепенно я добавляю водичку, потому что, если вы много нальете воды, будет маска жидкая, ее тоже будет очень неудобно наносить на лицо, поэтому постепенно, никуда не спешим, перемешиваем, немножко налили водички и перемешали. Вот, тут спешка абсолютно никому не нужна. В общем, значит, когда мы это все перемешаем, когда у нас будет такой все однородной консистенции, однородной массы, такой будет он, масочка должна быть не сильно жидкая и не сильно такая густая, средняя. Вы сейчас увидите, какая у меня она на видео, и приблизительно сделайте такую же. Значит, первый раз у вас может маска не получиться, не расстраивайтесь, сделайте потом, и у вас все получится. Вот такая масочка должна получиться, видите, она и не густая, и не сильно жидкая, удобная в нанесении. Наносить вы можете ее также кисточкой, либо руками. И вот смотрите, что мы еще добавляем. Здесь у меня витамин Е. Витамин Е, это я его когда-то давно приобретала и редко его использовала, но его можно добавить до 5 капель витамина Е. Если у вас витамина Е нету, вы можете добавить оливковое масло, половину чайной ложечки, не больше. Если у вас нет оливкового масла и нету витамина Е, вы можете добавить любое косметическое масло, которое у вас есть. Но если у вас масла нету, то это также ничего страшного. Эта масочка может без масла и без витамина, также она потрясающе имеет свойства. Вот такая вот сегодня масочка. Спасибо подписчице Татьяне за такой полезный рецепт. Девочки, обязательно тоже пишите свои рецепты. Поэтому будет очень приятно почитать. Ну а на этом видео сегодня подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, сохраняйте рецепт, делитесь со своими знакомыми и близкими. Я вас всех целую и обнимаю. И до новых встреч на канале.